Всем привет. Хорошая машина универсал. Можно впихнуть невпихуемое. Саморезики, дрель, шуруповерт китайский, дрель такая же, рулетка, сверла тут. Это детские игрушки отдам тут кому-нибудь, может кому-то надо. Это зарядка, это моя еда. Вот такая, быстро и вкусно и сердито. Так. Взял пока на одну комнату. Кабель 2,5. Ну, то есть я все делаю по... Я сделал проект. Все буду делать по проекту. 3 на 2,5 это на розетки. 3 на 1,5 это свет. Вот, пока на одну комнату. Буду по очереди делать. Такие эти распред коробки. Розетки, выключатели. Гофра 18 с металлическим рукавом, сверху пластик, ну или как это называется. В общем, мягкая обмотка, внутри железная, потому что я буду зашивать вагонкой, поэтому под техники безопасности деревянный дом, чтобы внутри было железо, надо. Я, наверное, как всегда, что-нибудь забыл. А нет, не забыл. Автоматы. Взял вот такие вот клеммники, чтобы на скрутках не делать. Ну, не знаю, посмотрим. Может, на скрутках и лучше. Взял клеммники на всякий случай. Дорогие, зараза, но это хорошие. Один клеммник рубль 70 вот такой вот стоит. Есть, конечно, клеммники и по 20 копеек. Но мне сказали, что лучше уже, если для себя, для дома, то брать такие. Но вообще-то сказали скрутку делать и не париться. Ну, я взял клеммников. Попробую с ними, что получится. Яблочки даже без них. Взял вот такое вот перо, 20-ку, чтобы просверливать, ну, между комнатами, чтобы кабель пускать. Дырки, каналы, как говорится, делать. Ну, что тут? Саморезов взял, биты. Эксперт сказали, хорошие, посмотрим. 5 рублей стоят 2 штуки. Ну и саморезы крепить, гофру. В общем, что? Перекурить. И можно начинать. Сегодня у нас вот такое вот пасмурное утро. Какие-то птичка еще не улетела, щебечет. Ну, красота, воздух свежайший. И кукуруза.
Взял тачку. Мусор там. Ах, да. Взял тачку. Дрова у меня тут еще с весны лежат. Ну, которые попиленные деревья. Я их сегодня буду возить, складывать. Вот эти вот поросли пообрубаю, все. Ну, в общем, как буду успевать. Приехал уже сюда на пару дней, так что буду что-то, уже пора начинать к зиме что-то сделать в этом доме. Ах да, забыл, скважину пробил скважину, вот такую вот, и буду заводить ее вот сюда вот. Там погреб, то есть как бы буду ставить, ну, в погребе утеплять гидрофор и заводить уже в дом. Еще хочу залезть на крышу, вернее на чердак, посмотреть, не подтекает ли ничего. У нас дождь пошел. Вот здесь вот, как можно видеть, немножко мокровато. Ну, тут понятно, тут вот такая вот дырка, и сегодня я ее обязательно заделаю. Тут съехал шифер. Это такая типа предбанничек или сеня, как это там называется. Вот это вот пристройка. Но я ее буду потом убирать, буду с блоков делать. Потому что, ну, поставить, чтобы ванну, туалет. Вот, буду разбирать. Но пока в этом году точно не буду ничего. Поэтому вот это вот, конечно же, надо заделать. И сейчас я полезу на чердак и проверим, есть какие-либо подтеки. Но не должны, я уже как бы смотрел, но будем еще раз посмотрим. Вот такой вот чердачок. Тут печку я подремонтировал, вернее дымоход. Вот где разобрал здесь, вычистил сам дымоход, трубу вот эту. Вот. Осмотрел. Ее надо еще заштукатурить, покрасить белым. По технике безопасности, чтобы если где-то будет сочиться дым, для чего вот красят белым, чтобы сразу видно было черные как бы эти самые, ну, пятна. Вот. Так, здесь смотрим, здесь ничего мокрого нету. Это сажа. Вот здесь меня интересует. Тоже вроде все сухо. Раньше здесь подтекало. Сейчас все сухо. Заделал и здесь пеной, а на самой крыше сделал, засиликонил вокруг дымохода. Вот где-то сам пол здесь как бы утеплен и еще залит, либо стяжка такая сделана, не знаю, с гипса, ой, вернее с глины, либо стяжечка растворная, не ковырял. То есть сделан чердак хорошо. Так, сейчас посмотрим проблемные места, где у меня подтекало раньше. Вот тут вот была течь, вот я как бы разобрал, смотрел, но заделал тоже. Все заделал, засиликонил и как бы на пену. Ну, это дырки в шифере. Все сухо.
Ничего не течет. Вот тут вот немножечко. Нет, это сухо. А вот тут вот, да. Ладно, это мы сейчас заделаем. Вот проблемные места. Все сухие. Нигде не капает. Где были проблемные места. Но я буду перекрывать весной. Как это вот называется, сами фермы в хорошем состоянии. Вот такой вот чердак. Еще усилю для усиления. Получается вот здесь вот такие перемычки. Фокусируется немножко плохо. Вот. В общем, вот такой вот чердак. Нигде ничего не течет. И это меня радует. У нас такой хороший ливень был. Если бы что-то текло, уже было бы все. Повылазило. Ну, вот это вот все, конечно, надо будет к зиме заделать. Это на веранду там. Я веранду разобрал. Вот. Ну вот и все. Проблемных мест больше и не было. Как бы все сухо. Все хорошо. По коньку тоже. Все нормально. Ну, весной перекрою. Перезимуем пока так. Вот. Вот такой вот вид из окошечка чердачного. Вот здесь я буду делать в этой комнате. Вот в этой вот комнате маленькой. Сегодня электричество. Оно тут сделано вот так вот. Временно. Кинул пока, чтобы можно было. Все, как говорится, на соплях. Ну, как на соплях? Оно все надежно, все правильно. Просто не закреплено. Вот. И вот будет, получается, сюда вести розетка будет. Здесь и по проекту. Вон там, возле кровати. Кровати привез. Уже можно нормально ночевать. По телевизорик у меня. Ностальгия, видеомагнитофон, музыкальный центр. Такой конец 90-х. Вот. У кого есть без надобности, валяются видеокассеты или аудиокассеты. Буду рад принять в дар. Буду безумно благодарен. И вот так вот. Комнатка уже, в принципе, уютненько. Ну, конечно, до уюта еще, в принципе, далеко, но первый шажок уже сделан, можно сказать. Сегодня сделаем правильно электричество. Далее эти стены сначала хотел зачищать. Вот это вот все. И пропиткой уже как бы красить. Но все-таки подумал зашить вагонкой. Тоже как бы дерево, тоже натуральное. И плюс будет теплее, все же как бы он деревянный дом. Хотя он зимой здесь ночевал. Нормально было, когда печку натопишь. Было даже жарко, очень жарко, перетопил. И на утро, ну то есть за день натопил печь. На утро не холодно, как обычно, знаете, иногда бывает так, что натопишь, а под утро уже опять холодина. Нет, здесь все тепло, но все же решил сделать вагонку,
потому что, ну, тоже дерево тоже красиво будет, тоже пропиточкой. Все будет под антураж, естественно, никаких обоев. Печечку надо покрасить тоже, почистить. Вот. Вот это вот заделать. Поменять. Так-то она вся рабочая. Вот. Ну что, начнем потихонечку раскладываться, отключать эти автоматы, ну, электричество отключать от щитка. Не забыть бы по технике безопасности, чтобы не шибануло током. Ну вот так вот. Смотрим, что у меня из этого будет получаться. Что-то я взял не такие коробки. Я взял по гипсокартону. Что-то я не подумал, но ладно, я это выкручу. И вкручу саморезы по дереву. Вот, и будет нормально. Таким вот образом. Это можно было купить, но для чего, если все подходит? Это расплет коробка. Думаю, будет все хорошо. Вот одну установлю сюда вот. Это пойдет на выключатель. На свет. И одну вот здесь в углу пойдет, ну, разводка на свет и на розетки. Правда, я совсем не электрик, поэтому, пожалуйста, в комментариях напишите, если есть среди вас электрики, делаю правильно я или неправильно. Может, что-то подскажете, пока не поздно, еще не зашито, можно будет переделать. Но я думаю, тут ничего сложного, логически подумавший. Тут, ну, как бы по-другому-то и не сделаешь. Сейчас будем пробовать сверлить вот таким вот пером 20-очкой. Вот такой вот китайской дрелью за $20. Что из этого получится? Не в ту сторону. Вроде ровно.
Идет хорошо, я вам скажу. Ну, отлично. Как бы замечательно. За 5 рубликов перышко. Где там эта дырка? Вот. Все просверлило. Паутиночки немножко. Ну, пауки тоже должны где-то жить. Секундочку. Мне не нравится, как это вот, возможно, вытягивается. Высуну. Потом. Сейчас я сделаю по-другому. Замотаю изолентой. Замотал изолентой. Вот так вот. Все. Пошло. Отлично. Отлично. Тут щиток, но это понятно, что это просто времянка была кинута, поэтому тут не подключено. Сейчас я подключу. Тут трехфазный у меня. Сейчас поставлю сюда эти колодки на фазу, на минус, на землю. Вот, заземление все будет по технологии. Ну и все, и начнем заводить сюда, 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 через верх. Через верх здесь все зашиваться будет. И тут вот пойдет разводочка. Полностью отсюда уже по дому. Туда. Туда. В общем, тут работы немного. На веранду. Но сегодня я буду делать только, повторюсь, только вот здесь. Вот. Продолжим. В общем, у меня получается вот так вот. Это выключатель. Вопрос к электрикам. Забыл одну. Ну, с меня электрик так себе. Распред коробку. На свет пока соединил. Просто скруткой. Хорошо заизолировал. Спрятал в гофру. Вот у меня вопрос. Надо сюда ставить распред коробку или нет? Вот, пока все равно это пока зашиваться не будет. Потом это все можно поставить. А здесь я соединяю такими вот клемниками. Вот. Дальше сейчас буду вести розетки. Сюда одну между двумя окнами. И одну туда к кровати.
Ну что, вот так вот у меня получилось. Не знаю, правильно, неправильно. Электрики, пожалуйста, в комментарии. Вот это вот, как бы это, скрутка, ну, как она там правильно называется. Вот пошла розеточка. Здесь двойная будет. Нагрузки здесь небольшие, но все равно сечение 2,5 кабель. Ну, сделал на всякий случай. И тут розеточка. Вот. Уважаемые электрики, к вам вопрос. Для чего вообще вот эти вот коробки распределительные? Они здесь, ну, как бы нужны или не нужны? Я немножко не понимаю. Это все будет спрятано под вагонкой. Вот здесь у меня как бы я одну не купил. Ну, что-то я неправильно посчитал. Пока сделал так. Ну, пожалуйста, ваше мнение. Нужна ли сюда распредкоробка или пойдет на скрутки, просто на скрутки. Тут я зажал такими вот клемниками. Правильно, неправильно, посмотрите, пожалуйста. Землю сделал скрутку, но можно и клемник, не знаю, тоже подскажите, пожалуйста, как правильнее будет. Вот. Здесь в щитке сделал так, ну, земля. Тут заземление и зануление как бы со счетчика идет. Тоже не знаю, но это там в щитке в главном. Заземление я буду делать отдельным контуром. Буду все по схеме. У меня есть схема, там электрики дали, как правильно делать, выкапывать там и так далее. Здесь фаза. Счетчик у меня трехфазный. Эти две фазы я пока никуда не применяю. Здесь будут колодки. Тоже будут подключены эти фазы. Колодка на землю. И еще одна колодка на 0. Вот, значит, у меня фаза идет в автомат. И здесь дальше пошла уже в комнату. Можно сделать два автомата, отдельно свет, отдельно розетки. Ну, тут, повторюсь, тут нагрузки вообще практически не будет. Телевизор, там, я не знаю, какой-то там телефон, видеомагнитофон, телефон зарядить. Все. Отопления здесь ничего не будет, так что сечение 2,5 за глаза. Можно было 1,5 даже. Так вот. Хотел сделать на два автомата. Отдельно свет. Отдельно розетки. Ну, если вдруг что-то надо поковыряться, чтобы вечером, например, розетки отключил. Если в розетках поковыряться, конечно. Розетки отключил, там еще делаешь что-то там. Еще дополнительную розетку. Свет горит. Так что, я думаю, здесь это бессмысленно на такую маленькую комнату делать два автомата. Вот, ну что, настает момент истины. Идем включать в главном щитке и проверять, как все работает. Соседи приехали на выходные. Вот такой вот у меня щиток. Наверное, показывал уже. Что-то. Ага. Вот
Вот здесь две фазы тоже не подсоединены. Пока одна только в дом введена. Что включаем, не повыбивает. Счетчик заработал. Автомат в одной. Пока не выбило. А вот это идет уже, как это называется, блин, забыл. Как эта штука называется? Как эта штука называется, которая выбивает при, если что-то там, короткое замыкание. А вот, диф-автомат тут написано. Ну, я же говорю, с меня электрик такой. Так себе. Вот. Пока его выключу. Земли пока нету. Хотя, вот видите, идет 3 фазы. Вот. На счетчик. И вот заземление, зануление. И вот то же самое. Земля и 0. Идет как-то вот так вот. Но это не я делал, это делали электрики. Я так понимаю, что им виднее с этого, с энергоснабжения, или как они там правильно называются. Вот такая вот схема. Тоже, пожалуйста, подскажите, если есть электрики, правильно они мне тут наделали или нет. В общем, тут все включено. Диф-автомат пока выключен, хотя земля и 0. Нет, пусть будет. Пойдем проверять. Так, ну, включаем. Не выбило, уже радует. Свет. Нету света. Капец. Что-то тут не то. Хорошо. Розетки. Это работает. Это работает. Почему света нету? Что я не так сделал? Есть у меня подозрение, что клеммник плохо зажал. Сейчас привяжу. Дубль 2. Пробуем. Не выбило. Нормально. Опять цвет. Ё-моё. Почему света нет? Розетки работают. Что-то я где-то не дожал, наверное. Розеточка. Работает. Ну, с лампочкой что? А это работает. И это работает. Вот свет не работает. Чё это? Не работает. В общем, лампочка была не докручена до конца. Капец. Вот все работает. Вот такой вот включатель. Ну, вроде все работает. Ну что, дорогие друзья, со светом закончил. Сегодня все работает.
Прошу в комментариях писать, правильно ли я сделал или нет. Буду рад любой критике. Вот. Завтра что-нибудь уже другое начну делать. До новых встреч. Мира всем. Добра, любви, удачи, хорошего настроения. Пока.